Приветствую всех, снова я на зимней рыбалке. Сегодня, если я не ошибаюсь, 29 января. Это уже 6-й мой приезд в устье Казанки в районе улицы Брюсова. Закончились морозы, которые были последнюю неделю. В предыдущий раз, когда я здесь был, я сказал, что неделю будут морозы, так оно и было. Морозы были чуть ли не под 30 градусов. Я на рыбалку не ходил. Ну вот сегодня 29-е, я посмотрел по прогнозу, 2 дня будет более или менее теплая погода. Сегодня минус 8. Еще завтра, послезавтра, а потом снова морозы по 15 градусов, а дальше уже и по 25. Так что выдалась возможность, погода предоставила возможность выбраться на рыбалку. Я в том же месте, куда и езжу весь январь. Пока решил не перебираться. В феврале уже поедем дальше. Начнем с водозабора и ледовой переправы и так далее. Так, места все известные. Вот этот маленький островок. Я пока решил сесть на мелководье. Сегодня буду здесь, в этом заливе, ходить, рыбачить. Сел пока на мелководье, потому что, памятуя прошлую рыбалку, мужик поймал щуку на 10 метрах. Вот эта удочка сейчас стоит ровно на 10 метрах. Здесь яма. Вот. Но я все-таки пока вот на мелководье сел, полчаса здесь сижу, но буду сейчас на глубокое место перебираться. Хотя вот эту вот, наверное, оставлю на 10, вон там удочка стоит на 8, там тюлька. Вон мужик, с которым мы, наверное, минут 15 болтали. Там он еще один рыбак. Я вам сейчас покажу. Я вообще планировал еще сегодня, знаете, исследовать какое место. Вот, около этого домика, вот тут вот 16 метров. Я сейчас вот здесь вот на 10 метрах сижу. Вот около этого домика, вот здесь вот яма 16-метровая. На эту яму я не пойду. Я хотел бы вот еще сходить вот сюда вот. Вот этот островочек, это остров Каменный. Ну и вот отсюда, наверное, не знаю, видно, не видно, вон стоит домик. И вот от этого домика, вот там вот яма 16 метров. Я вот хотел бы еще сегодня, может быть, туда сходить. Ну а так вот будем здесь. Может быть, вернусь вот здесь, где я 7 бершей поймал. Посмотрим. Пока поклевок нет. Вон с тем мужиком разговаривал. Он с эхолотом. 4 года назад купил эхолот. Говорит, не представляю, как я раньше без эхолота обходился. В эхолот я вижу рыбу. Я говорю, ну а толку вы ее видите? Не ловится же. Ну вот он меня все убеждал, что эхолот незаменимая штука. Без нее на рыбалку вообще лучше не ходить. Хотя мужчина в возрасте, наверное, сколько он сказал, 50 с лишним ему. Не знаю, ребятки, я в этом эхолоте пока особо не вижу преимуществ. Вот в прошлый раз мужик сидел, да, щуку, которую поймал, тоже с эхолотом. Вот он показывает, видит. Я, кстати, с этим тоже поговорил. Вот он за этим островком сидел на 7 метрах. Вот подъем. Я говорю, а что, где рыба-то? Это вопрос, знаете, спорный. То есть это спорить надо. То есть если человек убежден, что эхолот это вещь незаменимая, которая помогает ловить рыбу, то его трудно переубедить. Я так не считаю. Говорит, мне жена тоже говорит, вот ты понакупал техники, тут удочки, удочка такая современная, воблер смотрю, 80-й номер такой, не дешевый. Электробур, эхолот, практик, по-моему. Жена говорит, накупил, а рыбы нет. Что поделать. Поэтому, я не вижу смысла. Он катаются на сноукайтингах. Вот такая вот техника есть. Не знаю, рыбаки или просто катаются.
Так, ну в общем, буду здесь рыбачить. Сейчас все-таки найду здесь где-то 12 метров. Одна удочка пусть на 10 стоит, вторую поставлю на 12. Ну и с балансирчиком похожу. В общем, как клюнет первая рыба, включу, продемонстрирую ее. Вон, видите, как на сноукайте шурует. Сегодня ветер, а с утра еще и снег шел. Такая погода. Но зато -8. Хотя с ветром холодней, кажется. Да, он на лыжах он катается. Вон, видите, как на сноукайте. Раз. А этот просто на лыжах катается. А может, рыбаки, вон там сумка какая-то есть. Ладно, ребятки, пошел рыбачить. Лунки еще пробурю. Найду 13 метров. Ту удочку с 8 перемещу на 13. Посмотрим, может, что-нибудь сегодня и поймаю. Для сноукайтеров хорошая погода. А для рыбака ничего хуже ветра нет. Пошел еще снег. Сильный снег и метель. Смотрите, вот ничего вообще не видно. Вот остров, да, около которого я сижу. Смотрите как. Еле видно его. До него пару сотен метров. Тот берег, с которого я пришел, вообще еле-еле видно. Так, ну что, время доходит час. Я уже поднял все удочки, вот эта вот одна осталась. Ни одной поклевки, что, ребятки, сказать. Наступило глухозимье, да, после второй половины января. Ни одной поклевки. Тут около меня, ну вот не около меня, сидели рыбаки на снегоходе, уехали. Я, по-моему, тут один остался. Там вот сзади меня, не знаю, по-моему, сидит один. И все. Да? Ну, тоже он, по-моему, ничего не ловит. По нулям. Я тут перемещался, ну, наверное, с десяток лунок пробурил. Ну, начал с 8 метров, тут 11. Там уже начало мельче, там было 10. Подниму сейчас эту удочку, пойду на остров, где домик. Покушаю. И до вечера я все-таки вот там вот под тем берегом, ну вот около острова Каменный, попробую найти яму. Ну не найду. Вот эту, кстати, яму в 13 метров я так и не нашел. У меня здесь вот 11 метров, самая максимальная. Где тут 13? Не знаю. Пойду сейчас туда к домику, там пообедаю. Потому что и начал мерзнуть, несмотря на то, что я в плаще. Надел плащ. Но ветер пронизывающий, он вроде через, ну да, он через плащ-то не попадает. Ну, может, и похолодало, не знаю. Что-то начал замерзать. Да и не клюет. Что сидеть? Пойду. Покушаю и до вечера вон там вот буду. Найду, ну, 15 не найду, как сколько найду, столько найду. Там посижу, потому что я там еще не рыбачил. Да, около домика включусь, покажу вам этот домик, хотя я его в 24 году снимал, ну, еще разок покажу. Там качели, я помню, на качелях качался. Пойду сейчас туда. Ну и погодка сегодня. Но я знал, что будет снег, метель по прогнозу. Но куда деваться? Через 2 дня морозы опять.
Смотрите, как метет. Я здесь в домик пришел. Вот, смотрите, какой сильный ветер. Сильный ветер. Тут, наверное, больше летом. Тут, смотрите, даже баня есть. Я здесь в 24 году был, снимал. Это баня. Печь, труба. Причем подтопка с этой стороны, снаружи. Но она, конечно, не утепленная. Но летом пойдет. Это домик такой. Там на льду кушать. То еще удовольствие. Что-то вообще ветер. Посмотрел 4 метра в секунду, но, по-моему, не 4 метра в секунду. Сильно дует. Так, телефон сейчас возьму. Мне кажется, не 4 метра в секунду. Сильнее. Больше. Блин, прилично метет. Ну, я сейчас тут полчасика посижу. Тут приобрел такую штуку. Молоток или киянка с резиновым покрытием. Специально для рыбаков. Я раньше бур ото льда намерзает лед, и я раньше его отколачивал этим черпаком. Черпаком его отколачивал, но начала краска отлетать в бура. И вот посмотрел, что специально есть вот такие молотки. Лед отколачивается и не портится бур. Вот у меня здесь есть, я его купил, уже после, наверное, года рыбалки. Вот у меня на буре, сейчас, наверное, не видно, есть такие вот, когда железным черпаком лед отколачивал, вон такие вот рубцы и краска. А краска отлетит, а он потом ржаветь в этих местах начнет. Вон, плохо видно, наверное. И вот специально вот такие вот с резиновым. Он не повреждает бур. Не знаю, видно, не видно. Вон, видите, рубец. Вот рубец. Вон рубец. И краска отлетает. Слава богу, пока не ржавеет. Вон, это я в 24 году и в 25 году ходил, когда и отколачивал лед черпаком железным. А этот вот железный молоток только вот купил. Прошлой зимой купил. И теперь его с собой беру. Чтобы бур не повреждать. Слушайте, такая метель. Я не знаю. Там на льду, конечно, сидеть, блин. Но у меня тюлька еще есть. Может, после обеда утихнет, хотя по прогнозам вряд ли. Вон, смотрите, берег, до которого тут, всего, наверное, несколько сотен метров, вон. А его не видно. Вот он, вон берег-то, откуда я пришел. Ну-ка, давайте сходим, посмотрим. Я покажу тут качели. Видеоролик у меня есть 24 года зимой. Как я здесь был, солнечная погода была. Вон мангал стоит. Солнечная погода была, я тут на качелях покачался.
Так что, если кому интересно этот домик, ну хотя я и так его показал, посмотрите вот этот видеоролик за 24 год. Вот на этих качелях я качался. Смотрите, все вообще не видно. Вот откуда я пришел. Вот отсюда я пришел. Все, смотрите, белая мгла. А назад я как пойду? Ну я по компасу, у меня компас с собой. Я знаю направление. А так вот, смотрите, такая метель, все. Вот так вот будешь сидеть где-нибудь на Волге. Если компаса нет, все, потеряешься. Ну, не знаешь, в каком направлении идти. Все кругом бело. Белая мгла. Я один раз так, когда на Каме был, потерялся. Под вечер. Компаса у меня тогда не было с собой. Шел, думал, в правильном направлении иду. А шел в неправильном направлении. А вот так вот такая же погода. Ничего не видно, еще темнеть начало. Через 100 метров белым-бело. Ну, я вот так потерялся. Ну, нашелся потом, слава богу. Каким-то внутренним чутьем повернул в нужном направлении. Ну, часа 2 я ходил, бродил. Ну, там простор огромный. Тут таких просторов нет. Вот этот вот островок все равно, видите, еле-еле, но его видно. От этого островка потом налево. Там берег будет. Вот такая погодка. Ну, а что делать? Приехал рыбачить, пойду рыбачить. Только я сейчас сперва покушаю. Я достал уже тут все. У меня термос. Здесь у меня удочки. Кто-то звонил. Перекушу и потом снова пойду на лед. Хорошо, когда есть где укрыться. А был бы на Волге, сидел бы сейчас в такую пургу на льду. Я в этих краях все домики знаю. Это вот домик на острове Каменный. Там дальше остров, Дальнее Устье. На нем 2 домика есть. Ну, я по всем ним снимал видео. Один домик большой такой. Туда на снегоходах часто приезжают. Там кровать, диван, ну там шкафы стоят. Добротный дом сделан. Там даже их несколько. А второй прям на берегу маленький, ну будка такая. Ну тоже там кровать есть. Он меньше, он раз в 2 меньше, чем этот домик. Там стол, скамейка и тахта. И он оббит этим ДСП, ну ОБС, опилостружечная вот эта плита. Этот домик вообще ничем не отбит. Здесь 2 дерева. Здесь, вот тоже дерево. Здесь как бы природное все. 2 дерева, 3 дерево. Ну и вот этот столб вкопан. И все. И какие-то такие пленки. Там вот стекло, правда, стоит. Двери нету. Ну, там так все и метет. Ну, вот какой-то такой этой пленкой он обтянут просто. Там вот стекло вставлено. Здесь 2 дерева, тахта. Вот это вот что-то какая-то пленка. Там он фанера. От ветра. Это скорее, говорю, для лета. Летом тут, наверное, отдыхают. Время 1:30. Сейчас поем. И снова на лед. Я, наверное, это видео назову метель или пурга на льду. Я не знаю, в прошлый раз я сказал, что когда хорошая погода не клюет. Сегодня плохая погода, тоже не клюет. Выставлял 2 удочки с тюльками. Ну вот у меня
И пытался рыбачить. В прошлый раз мужик сказал, что он поймал на 80-й номер ратлин. У меня такой как раз есть. Я сегодня свой балансир убрал. Вот он. Ратлин 80 номер. Ну, 80 это длина у него 80 миллиметров. Ну вот, опускал его по нулям. Ну, как бы, если не клюет, оно и не клюет. Без мотылка сегодня вообще даже не опускал. Три удочки я в основном пользуюсь. Две с тюлькой и одна вот этот вот с ратлином. Ну ладно, покушал. Сейчас собираюсь. Пойду вот здесь вот эту яму поищу. Не знаю, найду, не найду. Ну, будет сколько-нибудь. Вот этот островок. Вот этот остров Каменный называется. Здесь вот домик я отметил. И 100 метров на северо-восток. 100 метров на северо-восток яма. Глубина максимум 16 метров. Найду, не найду, не знаю. Ну, будет 12, сяду на 12. В принципе, тут недалеко, 100 метров. 100 метров это 150 моих шагов. Вот. Может быть, вечером, перед тем, как домой возвращаться, снова сюда приду, снова покушаю. Потому что, ну, здесь кушать-то комфортнее, чем там. Там все метет до сих пор. Вон что. Ничего не видно. Белым бело. Ну, кто знает, вдруг что-нибудь поймаю. Пойду сейчас на лед. Так, ребятки, первый улов есть. Время без 15:03. Перчатки разлетаются, когда рыбу дергаю. И с одной лунки поднял сперва вот этого маленького. Потом сразу же опустил и бершек покрупнее. Но я не знаю, будет видно, нет. Надо их почистить. Сейчас я их потом, чтобы сфотографировать, я их почищу. Сперва маленький возял на 12 метрах, потом большой. Ну, я переместился, как я сказал, в домике, что вот на это место. Я ищу глубину, конечно, 16-метровой, но не нашел. Везде 12. Ну, там удочка 12, это 12 и здесь 12. А маленький, я, видимо, так сильно дернул, сломал удочку. Напоминаю, что удочки у меня самодельные. Вот эту палку сломал. Хотя она бамбуковая. Я думал, они крепкие. В общем, она пополам у меня. О, треснула. Надо будет дома переделывать. Перчатки разлетелись, блин. Погодка, конечно, ребятки, блин. Ой, метет, весь день метет. Сколько будет мести? Ну вот, две рыбки. Их сейчас полностью тут заметет, надо убирать будет. У меня вот здесь стоит удочка. Если сейчас здесь клевать не будет, я ее перенесу в лунку. Видите? А эту удочку я
соберу. Так, пока, ребятки, отключусь, потому что сейчас надо рыбачить. Если стая подошла, видите, 2 рыбы прям сразу же поднял. Вполне вероятно, что если стая, там еще будет. Короче, рыбачу. Смотрите, какой попался. Ну, несмотря на то, что у него идет кровь, я его все равно выпущу. Но это вообще... Это вообще... Я делал видео «Самый маленький бёрш». Вот он, самый маленький бёрш. Ну, вы видели. Выпустил я его. Так, пока не клюет. У меня, кстати, еще одна неприятность. Черпак сломался. Теперь крайне неудобно. Без черпака. Приходится вот так вот. Сегодня день поломок. И удочка сломалась, и этот сломался, черпак. А 16 метров я так и не нашел, ребят. Вон там еще пробурил 2, все 12, все кругом. Тут 12, тут 12. Я вроде бы сижу 100 метров от берега. Может, не в том направлении, но у меня остался час. Не думаю, что я тут, тем более без черпака. Вот посижу на этой вот лунке. Видите, клюет, 3-я рыбка уже. Ну и там у меня ратлинг поставил. Порыбачу еще. Выручает меня сегодня этот домик. Я оставил удочку одну на льду. Пришел снова сюда в домик. Время 4 часа. Сейчас буду уже собираться. Ну, я уже собрался. Бур сложил. Все сложил. Слушайте, если бы не этот домик, знаете, телефон. Так вот, если бы не этот домик, на льду вообще холодно. Знаете, первый признак того, что начинаешь замерзать, когда сидишь на льду, ну, рыбаки, наверное, это знают, когда ты начинаешь дрожать. Вот как только ты начал дрожать, все, это тревога, это признак того, что все, это уже ненормально. И значит, сразу нужно либо вставать, начинать бегать, приседать, либо брать бур, лунки бурить. Но если начинаешь дрожать, это все. Это, ну, первый признак того, что это ненормально, это уже надо бить тревогу. И вот я сидел, уже начал дрожать, собрал вещи, там 2 удочки оставил и пошел. Вот сейчас пришел сюда, покушаю. Бур уже сложил. Вот. Да, батарея разряжена, сейчас камера выключится. Продолжает мести, и мой улов, ребятки, ну вот он. Я сделал 2 фотографии. 2 берша. Сейчас камера вырубится. Вот они. Один где-то сантиметров, ну вот у меня это 15, то есть он где-то 20 сантиметров, а этот где-то 30. Ну и тот мизерный вообще, который был, я его выпустил, сами видели. Так, ну, наверное, буду я заканчивать, потому что все, аккумулятор сейчас разрядится. Пойду удочку сейчас поднимаю, которая там стоит, и домой. Потому что время 4, через полчаса будет темно. Традиционно не могу закончить видеоролик, вырубается камера, аккумулятор на нуле. Быстро, в общем. Традиционно загружу этот отчет на свой канал в YouTube, в Дзен, ВКонтакте. И не забывайте посещать сайт. На сайте выкладываю также все видеоролики, плюс фотографии, плюс подробное повествование того, как я провел день на сегодняшней рыбалке. Все, буду заканчивать. Давайте через недельку. Там ветер. Через недельку увидимся. Ближайшие там 5 дней, я посмотрел, будет мороз. Как погода позволит, снова на рыбалку, не знаю, тут ветер дует. В общем, до следующей встречи. Да, если там сейчас пойду удочку поднимать, сидит рыба, я это тоже сниму. Все, всем пока.